Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И лайк поставьте. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Мужской взгляд. Какой вас видят мужчины? Посмотрим, что говорят о вас, что думают о вас, и как эту информацию использовать себе во благо. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если вы себя узнаете, лучшая из лучших, роскошнейшая женщин, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Улыбнитесь, подумайте о себе. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад. Почему-то хочется еще одну вытянуть, не знаю. Так, девочки, показана карта прошлого. История о том, что в прошлом, может быть, вы были подвержены какой-то любви, которая накрывала вас с головой. Но тут больше страсть, темпераментная, яркая. Скажем так, вам в прошлом карта, видите, динозаврик такой, карта вот темперамент, страсть какая-то. В прошлом вас могли обуревать вот такие какие-то там, не знаю, испанские какие-то, не знаю, может быть, страсти. Ну, скажем так, не буду говорить, что вы там прям жили на полную в плане любовных каких-то историй, но могли это все проживать, чувствовать где-то как в омут с головой. Вот было что-то в вашей жизни вот такое, вот какая-то такая неземная страсть. Но опять-таки, динозаврик говорит о том, что это в прошлом было. Сейчас вы стараетесь держать баланс. Сейчас вы понимаете, что для вас важно стабильность, материалка, уверенность в завтрашнем дне. Опять-таки, почему-то первые вот эти карты говорят о том, что для вас очень важно дом, семья, гармония, какие-то вот эти нормальные, гармоничные, выстроенные отношения с родными, близкими. Но может быть, вы надеялись на то, что вы построите там прочный брак. Не знаю, хотя словосочетание, да, прочный брак звучит нелепо. Союз с кем-то выстроите. Тут какой-то принц вот у нас. Ну, эта карта говорит о том, что где-то ваши ожидания не оправдались. Где-то, может быть, разуверились, разочаровались в мужчине. Или были ожидания слишком велики. Потому что тут такой мужчина, принц, знаете, может быть, правда, как накрывала вас с головой, потому что, может быть, было ожидание одно, да, и ощущение того, что, может быть, я ждала его всю свою жизнь. Это именно он. Вот какой-то такой мужчина, очень интересный. Опять-таки, такой типаж может быть очень ресурсный, интересный для еще не только вас, а для многих девочек. У кого-то тут он мог быть материально как-то такой интересный, да, уже что-то имел, накопления какие-то. Яхты, пароходы, не знаю, у кого-то должность, может быть. Ну, как-то так, уже мужчина как реализованный. Также у кого-то, кстати, это может быть не свободный мужчина пройдет. И тут история о том, что не получилось у вас с ним создать этих классных таких отношений. Страсть, может, и была, но это все похоже как... Может быть, у кого-то страсть все началась, и страстью все и закончилось. А у вас какие-то были такие надежды, вот тут родовое древо. Может, деток хотели от него, может быть, в принципе, семью хотели создать с ним. Такое ощущение, будто женщина обожилась, сейчас учится вот держать баланс, не заваливаться ни в одну сторону, ни в другую, ни в какие-то эмоциональные качели. Как будто бы здраво стараетесь смотреть на весь этот мир, на взаимоотношения, в том числе между мужчинами и женщинами. Так как-то обычная история, девочки. Так, давайте посмотрим, что это тут за горе горькое, это что такое? Карта сила мне выскочила. Если так считать, то благодаря этому горю горькому, этим разочарованиям, связаны с мужчиной именно, со взаимоотношениями с мужчиной, может, с его проявлениями. Может, мужчина материально ориентирован настолько, что для него в приоритете его зона комфорта, накопление. Ну, выбрал свою. Мужчина мог как будто бы. Так, давайте. В чем это? Что это?
Ну, больше слишком не хочу эту тему затрагивать, развивать. Почему-то мне показывают такую историю, знаете, это как будто вправду уже как в прошлом. Вот это вот какое-то может боль, печаль, разочарование. Почему это говорю? Потому что карта лед уже нет вот этого вот, знаете, открытой этой раны. Ну, время, мне кажется, уже какое-то прошло. Это идет как будто бы тут карта прошлая, и тут все-таки как будто бы это уже случилось, сложилось. Где-то может быть такое, как будто бы сейчас вы как подостыли, да, если можно так сказать. Нет уже вот этого яркого такого восприятия, вот этого болезненного. У кого-то могли отношения начинаться очень красиво, а тут букет, конфетно-букетный период. У кого-то из состояния и статус, извините, статус друзья, да, собака. Может быть, с мужчиной, как будто бы что-то пересекался там на работе, как друзья могли быть. У кого-то тут вообще могли какие-то отношения такие быть, знаете, как парусник, как будто бы вы в ожидании чего-то были хорошего, интересного, надеялись на это. У кого-то вот такой романтический склад, прям, не знаю, как характера, восприятия мира. Но при этом почему-то у меня такое ощущение, будто бы вы даже могли с этим мужчиной, девочки, тут какая-то история такая, как будто бы вы могли с ним бороться. Сейчас объясню, борьба идет. Могли даже этого мужчину к себе не подпускать, как будто бы что-то как, с одной стороны, страсть, да, но вы как будто бы могли в самом начале его бояться даже к себе подпустить. В первое могли даже, подозревая, что вы там не одна, могли подозревать, что он тут такой, ну, не то что любвеобильный, но выбор есть у мужчины, и особо он, да, можно сказать, бегать за вами не будет, вкладываться не будет. Как будто бы сознательно даже вы избегали борьба этих эмоциональных качелей. Как будто бы где-то на подсознании вы понимали, что именно то, о чем, даже не то, что вы мечтаете, то, что вам принесет удовлетворение, те отношения какие-то, он вам не даст. Тут у кого-то такое проиграется, потому что тут карта очищения и борьба. Вы могли как будто бы показывать друг другу. Вот я хочу таких отношений. Вы говорили, вы показывали, даже тут как будто даже нет обсуждения, тут вот друг другу что-то пытались доказать. Уже не знаю, кому Фаберже больше, крупнее. Но тут не в этом даже дело. Тут девочки как будто бы разные видения взаимоотношений, разные, может быть, ожидания от этих взаимоотношений. Вот так вот, скорее всего. Тут могли обои друг друга загнать какие-то вот такие, у кого-то рамки реально, а у кого-то загнать ситуацию в какой-то такой глухой тупик. Хотели друг друга подчинить, и тем самым сами себя как какую-то темницу загнали. А у кого-то уже ощущение того в конце могло быть, что отношения не приносят радость. Вы вот реально понимали, что ни к чему хорошему она уже не ведет. Тут уже не получится то, о чем вы мечтаете, планируете. Ну и карта жадность, тут у кого-то может проиграться. Вот даже могли сами себе говорить, да я столько уже туда силы, энергии, времени потратила, и что же, это брошу на полдороги. Да нет уж как-то. Вот что-то тут у кого-то такое могло быть. В общем, такие странные. Какие-то странные взаимоотношения, где очень много недосказанного, невысказанного, борьбы какой-то, желание подчинить друг друга, вот, доказать свою правоту, доказать, вот, как будто человеку хочется, чтобы было по его. Как-то так, чудно. Так, девочки, ладно, давайте мужской взгляд смотрим. Но меня радует то, что сейчас вот эта карта баланса, вы, мне кажется, очень трезво сейчас смотрите на этот мир и стараетесь, ну, больше таких каких-то, ну, ошибок, не ошибок, но опыт какой-то печальный. Вот вы не хотите повторения этих таких же самых событий в вашей жизни и появления таких же мужчин, как будто бы точно не хотите. Мужчины, давайте смотрим, что мужчины говорят о вас, что мужчины думают о вас. И как использовать вам эту информацию для себя лучшим образом. Что мужчины говорят о вас. Что мужчины думают о вас истинно. Как эту информацию вам лучше использовать в собственных целях, да. Так.
Что мужчины говорят о вас, что думают о вас, как использовать эту информацию правильно. Что говорят о вас, что думают о вас, как использовать информацию правильно. Что говорят о вас, что думают о вас, как правильно использовать информацию. Что говорят о вас, что думают о вас, как использовать информацию. Что мужчины говорят о вас. Ага, прошло. Так, на прямых. Не знаю, что-то какая-то попалась информация, может быть, попали как раз именно сейчас. Смотрите, говорят, вот как оно мне читается, я так и читаю, почему-то так. Говорят, в прошлом эта женщина была как ангел, ангелочек, гармоничная, может быть, знаете, с тех пород, ну, некрасиво скажу, породы женщин, может быть, воспринимали вас воспринимали такой девочкой, которая, ну, где-то, извините, как удобная даже, женщина, которая, ну, ласковая, нежная, заботливая. Я не говорю, что сейчас вас этого нет в вас. Но тут как будто бы вот вас воспринимали такая прям лапочка-лапочка. Может быть, женщина, которая лишний раз не скажет нет, лишний раз там не пойдет на какую-то конфронтацию, не будет там слишком четко там что-то конкретно доказывать. Вот почему-то в прошлом вас вот какую-то такую вот видели. Ну, а потом вот это все, это в прошлом было. Сейчас. Может быть, женщина, не знаю, тут как-то, ну, это больше как в прошлом. Многие вас идеализировали, но тут почему-то мне идет карта род, наличие третьего фактора, привязанность, в общем. У кого-то может быть, я это так прочитаю, у кого-то может быть вы, не обязательно тут любовные треугольники, но тут у кого-то, скажем так, может быть, личная жизнь могла не строиться, не ладиться, при том, что вот вы такими вот как будто бы, тут и внешность привлекательная, и где-то вы вот такая какая-то были, ну, как чуть-чуть не от мира сего. Тут дальше идет белая ворона, но как будто бы такой подтекст, что в прошлом вы были какой-то такой, ну, девочки, не могу, тем почему-то это слово в голове крутится. Классная лапочка прям такая, но удобная. Для многих мужчин как будто удобная. И тут вот почему-то показано, что вот могли люди вами пользоваться, могли люди... Это говорят о том, что вот в личной жизни, при том, что вот таким всем вы обладаете, характером каким-то таким добрым, ангельским, покладистым, это как будто бы, но именно из-за этого как будто бы могли в вашу личную жизнь какие-то люди пытаться влезть. Тут может быть даже какие-то со стороны там супруга, там элементарно родня. И каким-то образом вы как будто бы где-то, вы настолько растворялись, могли растворяться, вот род, семья, в детках, в муже, вот эти все какие-то заботы, вот это все. Но вы в этом были как-то гармоничны при этом, девочки, вот, ну, не буду ничего тут наговаривать. Как-то вы в этом были счастливы по-своему, но при этом как-то привязь, могли считывать вас, знаете, что у вас там и внешность какая-то, мужчины говорили, допустим, вот внешность у вас, все какие-то есть... задатки для того, чтобы быть реализованной в социуме, блистать там, да, а вы при этом карта воздержания, я так считаю, что вы особо, может, амбиций никаких там не обладали какими-то амбициями, никаких там особо претензий, знаете, как не предъявляли, довольствовались той жизнью, которую вы вели, вот скажем так. Почему-то вас такой видели, какой-то кроткой, домашней, при этом руки связаны, может быть, даже сознательно растворялись там в любимом человеке, в муже, в семье,
Вот тут такое какой-то такой типаж женщины, которая классная всем, но гармонично она находится в том, в чем она находится, но это как является и ограничением огромным для ее потенциала, роста, развития. Вот это в прошлом. Потом показано, вот, что говорят о вас, что в вашей жизни что-то произошло. Вполне возможно, тут неудовлетворенность этой же семейной жизнью, какими-то, может быть, отношения с любимым человеком. Что-то, вот это вот ваша позиция, вот это ваше какое-то отношение к собственной даже жизни, какие-то приоритеты выстроены не совсем для вас правильно, верно. Это все привело к какому-то, я так понимаю, разочарованию. Тут показано, что в жизни вашей что-то случилось. Это они говорят о вас. Что карта черствость. Где-то они видят вас женщиной, которая сейчас, ну, не любящая, не нежная. Может быть, к мужчинам, как охлаждение какое-то, карта черствость. Я это так воспринимаю. При этом женщина, которая может быть находиться в коллективе, но при этом она как белая ворона. Вот инаковость какая-то, какое-то восприятие мира, жизни, не такое, как у остальных. Так, противоядие, это о чем? У кого-то белая ворона, под низом карта предчувствия. Это, девочки, история о том, что могут быть вас даже... Ну, вряд ли, это не думаю, что многие знают, что вы увлекаетесь эзотерикой, эти же расклады Таро, там, или, может быть, как в психологии вы увлекаетесь. В принципе, вас видят женщины такой, которая как-то воспринимает этот мир, реагирует на этот мир, на какие-то проявления, вот как-то по-другому, по-иному, выделяетесь из толпы. Ваши, я же говорю, какие-то реакции на, может быть, какие-то шутки, на какие-то проявления мужчин. Не говорю в плохую, в хорошую сторону, но они как-то отличаются. Вот что-то у вас такое есть. Так, это что? Интересно. Противоядие не могла понять, о чем карта. Тут доложила большое количество карт. У кого-то говорят о том, что, знаете, эту карта друзья. Вы можете, вот то же самое, белая ворона, и тут эти друзья. Вы можете в коллективе дружить со всеми, но при этом какие-то, знаете, попытки женского коллектива. Видите, тут карта подчинения. Вокруг шеи завязаны эти цепи и желание человека подчинить. Знаете, это как будто бы могут говорить о том, что, допустим, вы в любой момент можете как-то очень просто в женском коллективе себе настолько как-то, ну, не знаю, как-то отгородиться, если так, не знаю, как правильно сказать, в общем, сепарироваться, отдалиться. То есть, как будто бы вы являетесь частью коллектива, но при этом в один прекрасный момент можете резко, ну, даже дать отпор где-то, ну, если увидите, что вами манипулируют, ну, точно, и желание вас подчинить, там, заставить как-то, как им удобно, как выгодно себя вести. Нет, вы как будто бы от этого сейчас, вы вот как у вас какой-то период настал в жизни, вот они говорят, что вы очень изменились. Вот это вот черствое сердце, я не буду в прямом смысле говорить, что вы тут ледяная королева, но как будто вы настолько сейчас здраво смотрите на весь мир, и на себя в том числе, и на отношения между мужчинами и женщинами, на отношения между друзьями. Тут вот какая-то ваша ценность идет. При этом внешне привлекательно, при этом даже, не знаю, вот если мы смотрим противоядие, вполне возможно, что какие-то есть искушения, есть даже какие-то, может быть, попытки вас вовлечь в что-то. Даже у кого-то, девочки, тут такие карты, если это рабочие отношения, могут даже как-то провоцировать вас, могут вплоть до того, что искушения какие-то денежные, знаете, это типа предлагают вам какой-то род деятельности, там какой-то заработок, может быть. Ну, как-то так, то, на что очень многие польстятся и согласятся. А у меня идут карты, что почему-то говорят о вас, что вы на что-то, на какие-то форматы, я не говорю тут любовные, в принципе, как между людьми, форматы взаимоотношений, даже как будто бы вы не ведетесь, вы можете этому противостоять. Но мне так идет противоядие. То ли вы избегаете этого, как-то вот эти острые углы обходите, то ли для вас это как будто бы не в приоритете. Тут прям история даже о том, что, знаете, если кому-то там предложить какую-то крупную сумму, да,
денег и за что-то, за какую-то там работу или как премию за что-то. Да, для того, чтобы как-то так человек себя повел, как удобно, выгодно людям. Многие согласятся и пойдут и по головам, и предадут и друзей, там, и типа друзей. А у вас как будто бы, у вас тут белая ворона, вы можете вообще резко пойти против. Ну, почему-то мне так вот, как будто бы не говорят о вас. Может, наоборот, у вас сейчас такой период, вас такой видят, что вы можете против какой-то толпы, против идти мнения какого-то общественного. Вот что-то тут такое, какая-то такая интересная ситуация. Так, карта зеркала. При этом вас, как, ну, я не вижу, что вас глупо видят. Вас видит женщина, которая адекватно может дать отпор. В каком плане зеркало? Отзеркаливать. Вот как к ней отношение, к вам отношение какое-то. Вот вы точно так же будете относиться и к этим же людям. Тут нет уже вот этого какого-то растворения, желания кому-то угодить, кому-то не обидеть кого-то, такие какие-то мысли. Нет. Так, опять ссора. Почему-то у кого-то тут идет вообще какая-то история такая, что о вас могут говорить, у вас какой-то период вашей жизни такой, то ли сейчас, то ли вот он был, что вы с кем-то могли, тут карта ссора, выяснение отношений, какой-то не очень хороший период вашей жизни. Так, и страхи о чем? Страхи, письма. Это вашей жизни. Какие карты тяжелые. Вообще не могу понять, о чем это. Опять, не знаю, почему вот говорят в вашей жизни как будто бы сейчас период такой, где вот как будто бы не то, что весь мир против вас, но как вот могло наслоиться. И проблемы в карта род, семья, в жизни, в личной. Могли вообще какие-то состояния такое какое-то быть не очень, со связанными руками, как в темнице. Я в каком плане? Может быть, какие-то ограничения, какие-то материальные у кого-то ограничения, у кого-то как противостояние. Вот я же говорю, может быть, как какие-то люди против вас, как ополчились. Ну и опять желание вами манипулировать, управлять. И вы пытаетесь как-то от этого всего отстраниться. Карта маска. Вокруг вас как будто бы столько людей, которые скрывают свои истинные в отношении вас, ну, то ли отношения, то ли эмоции какие-то. Но при этом вот говорят о том, что вот вокруг вас какой-то негатив тут прям нагнетается, тут прям какие-то. Но вы при этом, вот карта ссора, вы видите с этой, как это, скалкой, да, наперевес. И карта предчувствия мне говорит о том, что вы это все замечаете. То есть это не проходит мимо вас, да, это для вас болезненно, но вы даете как где-то отпор, где-то делаете выбор, опять-таки в свою сторону, не поддаетесь на это все. Тут какая-то конфронтация, тут какая-то движуха. Я не знаю, не совсем понимаю, о чем это. Но говорят о том, что сейчас у вас не очень хороший период, но при этом вы как будто бы это все об этом догадываетесь. Допустим, какое-то противостояние против вас, какая-то игра ведется. Основа основ желание по марионетке вами проманипулировать. Но вы это все считываете. То есть вы не наивная, какая-то недоверчивая уже давным-давно. Женщина как будто бы, которая ищет свой путь, свою где-то дорогу, свое призвание, белая ворона. Не такая какая-то, как все, странная где-то. Где-то уже вас воспринимают как с холодным сердцем, холодным рассудком. Вот как-то так. Вот почему-то это вас сейчас говорят. Такое. Так, давайте посмотрим, что думают о вас. Мужчины думают о вас. Ух ты. Думают, так интересно. Первая карта, они думают о том, что в вашем прошлом, вот было уже, это свершилось, какая-то история, которую вы до конца не прожили, не отпустили. Может, история с каким-то любимым человеком, может, потеря. Потеря, ну, не обязательно в физическом плане, да, кого-то вы потеряли, тут любимого человека. Тут карта невозможно забыть, невозможно отпустить эту боль. Это может быть боль от предательства, не обязательно там, я повторюсь, этого мужчины. Может быть каких-то, даже группы лиц, там, предательство подруг, предательство какого-то коллектива,
предательство типа друзей, да, вот так вот, как будто бы. И это наложило огромнейший отпечаток, вот как будто бы на вас. Потому что вот эта карта зеркала, она мне так считается, что вот после какого-то, каких-то событий, это то, что вас думают, что вы очень, опять-таки, изменились после каких-то событий, которые были в вашей жизни, которые вы до конца не прожили, не отпустили. Есть разочарование, вы как будто бы воспринимали людей, ну, такими же, как и вы, да, считали их, может быть, друзьями, родными, но не ожидали точно от них подлости. Вот вы смотрели на них и видели в них как свое отражение, ну, сквозь призму собственного восприятия вот этой жизни, так смотрели на них. А похоже, что они вас разочаровали, их поступки вас разочаровали. Это о вас думают. Опять-таки, тут я не знаю, как вот эта карта сейчас. Что, может быть, у вас какой-то период такой в жизни был, что как будто бы вы... Ну, не буду тут... Так это о чем? Ну, тяжелый, что вы еле-еле как из него выкарабкались, из этого какого-то. И карма, это где-то, они говорят, что это как урок для вас был, прошел уже. Так, подозрение, это о чем? Еще история о том, что после этого вы очень изменились. Опять идет карта воительницы. Тут подозрение. Вы сейчас как будто бы на страже своих каких-то рамок, границ. Может быть, даже, знаете, абсолютно женщина, которая лишена какой-то легкости, флирта, знаете, игривости какой-то. Сейчас объясню. Не путать с чувством юмора. С чувством юмора у вас все классно. Тут вот какая-то в прошлом, может быть, я говорю, как легкость, знаете, восприятие бытия, вот жизни, как-то так, может быть, как порхаль, какая-то была ветренность, наивность, детскость. Вот это все ушло. Вот как будто сейчас вы оцениваете, тут такая женщина красивая, но карта подозрения. Лишний раз вы сейчас так критически смотрите на любого мужчину, и чуть ли не под микроскопом его рассматриваете, его какие-то проявления. Где-то, если раньше там могли как-то там загораться, флиртовать, там общаться, то сейчас они видят вас женщиной, которая, ну не то что инквизитор, но такая, как будто бы так оцениваете, и сразу у вас в голове голос, а ну мне надо, вообще чуть от меня надо. Какое-то такое вот отношение очень критически. И тут опять воительница, рамки, границы выстроены, с мечом наперевес, не подходи, прибью. И с интеллектом все в порядке. Женщина, которая для себя где-то даже вот думает о вас, вы сейчас как будто бы отсекаете от себя вот эти какие-то, ну не знаю, девочки, какие-то, может быть, даже не то, что возможности, шансы какие-то по всаднице воды залипнуть, влюбиться, в этой любви утонуть, поддаться эмоциями. Как будто бы не-не-не, вы на страже этого всего стоите, вы этого не допускаете. Другой мир. Вы для себя выбираете какой-то другой, ну, на данном этапе, это так они вас думают, что у вас как другой иной мир. Вы в этот мир никого не подпускаете. Это может быть там та же белая ворона, ну, как будто бы, может, какой-то философский взгляд у вас на этот мир. Период такой, где, может быть, увлекаетесь психологией, все раскладываете по полочкам. Не очень эмоционально, как будто бы поддаетесь, вот, скажем так, ни на какие провокации. Тут как-то так вот, как будто бы женщина вот с другого, с иного мира, и она стремится вот как-то в этом своем мирке быть, и не стремится кого-то особо туда пускать. При этом вас воспринимают женщиной. Тут с интеллектом все в порядке. Тут видят многие, что у вас с чувством юмора все в порядке. Вы можете пообщаться, пошутить, но при этом никакого особо вот этого флирта и никаких нет намеков на то, что вам нужна там, ну извините, там какая-то любовная история, эти love story. При этом самонастрой, эта карта вообще тут как бы не особо позитивная, но рядом карты, говорящие о том, что вы сами себя вытаскиваете из какого-то состояния, что вам по большому счету никто и не нужен. Мужчины вот это вот думают об этом, что а я ей не нужен, ей вообще мужчина не нужен. У меня все хорошо, какое у меня хреновое настроение не было, в какую там, извините, Жозефину бы она не попала, что бы ей хреново не было. Она с юмором ко всему относится, она сама себя вытаскивает. У нее ангел-хранитель, она сама, вот как этот ангел-хранитель, она сама себе подсвечивает, она сама идет вот этим светом каким-то, который внутри вас. Вы как будто бы эту дорогу себе освещаете, при этом тут такая какая-то глобальная идет опора на себя.
При этом даже мужчины, извините, они не чувствуют, что они вообще тут не то, что нужны, что не интересны. При этом они уверены, что вы идете в свое прекрасное настоящее будущее, карта якорь, в свою стабильность во всех смыслах, и материальную в том числе. Как-то так. Как будто бы вы выбрали свою дорогу, и вообще вы не хотите никак пересекаться. Но, по крайней мере, вот эти мужчины, которые о вас думают, почему-то они считают, что да я вообще нафиг не нужен, там, как будто у женщины своя дорога, вообще никаким боком мы не пересечемся и не пересекаемся, и уж точно она во мне не заинтересована. Угу. При этом нет от вас, я не могу сказать, что от вас там какой-то негатив или прям ненависть к мужчинам. Нет, тут просто есть очень такой пристальный взгляд, вот подозрения на, вот, как бы, на мужские проявления, какие-то вы считываете, как вот в моменте. Вот так посмотрите на мужчину, и мужчина ощущение такое, боже мой, она меня считала, она меня насквозь видит. При этом можете пообщаться, я же говорю, замечательно, с чувством юмора. Ну, как мне кажется, от вас идет такое, знаете, чувство собственного достоинства. И тут даже малейший, даже тут не то, что поползновение со стороны мужчин вы пресекаете, у мужчин даже не возникает никаких поползновений. Так что если вам, ну, как бы цель ваша мужчину как-то привлечь, то тут надо подумать, потому что вы вот даже на подходе к вам, вы как-то так посмотрите, и мужчина, куда-то пропадает в сторону, в какие-то, я уже не знаю, идет по аллейке, вас увидел, подошел ближе, заглянул в кусты, такой, заглянул в глаза и в кусты провалился, в кусты сирени какой-то, да, что-то тут как-то, девочки, тут так стрёмненько чуть-чуть. Так, ладно, может вам так и надо, может вам так комфортно. Как использовать эту всю информацию в собственных целях? Как-то я так частями вижу эту информацию, как они говорят. Вам как будто бы вот нужно сейчас этот период прожить, да, ну, очень глупо давать на самом деле какие-то советы. Говорят, вы не зря к этому состоянию вот сейчас подошли, потому что в свое время вы слишком много своей энергии отдавали, карта целитель. Пытались, как где-то карманный этот психолог, кого-то исцелить, подлечить, где-то бежали там впереди паровоза для того, чтобы отношения выстроить. Тут говорят наоборот, правда, как будто бы нужно до конца уже вам вот это вот все прожить, потому что вы в свое время где-то долгое время находились в плену каких-то ваших иллюзий. Каких-то иллюзий, что, может быть, отношения с каким-то мужчиной можно выстроить. Если вы будете вкладываться, то он это оценит. А нифига, тут как будто развал. Где-то тут такое, знаете, как вот идет ощущение того, что вы настолько хотели, это было ваше желание с каким-то мужчиной, вот то ли выстроить отношения, то ли, ну, завоевать даже его сердце, если можно так сказать. Это было ваше желание, но это какие-то как иллюзии. Но вам говорят, что это или мужчина не соответствовал, да, вот для построения этих серьезных отношений, или вы настолько хотели этого всего, что правда, как будто бы вы где-то поменялись ролями. В каком плане? В том плане, что вы намного больше прикладывали усилий, ну, для того, чтобы эти отношения были выстроены, чем мужчина. Как-то тут я не знаю, тут просто история о том, что говорят, что вам сейчас, вы должны прям вот должны находиться именно в том состоянии, вы должны где-то восстановить эту энергию, где-то вот это ваше целительство, вот это вот все желание спасти, так спасите себя. Тут какое-то такое борьба. Тут боритесь даже с этими, у кого там периодически появляются, ну, не знаю, моменты такие, да, когда вы вспоминаете там, или вам хотелось бы с мужчиной с каким-то там вот именно проявиться вот так вот. Вам говорят, что прям боритесь с этим. Потому что ничем хорошим для вас это в прошлом не закончилось. Вот эти вот какие-то сценарии тут прям показано. Вот это ваше, ну, я буду читать целительство в плане
В каком плане? В том плане, что даже, ну, я же говорю, прийти, спасти, соломки подстелить, где-то быть нужной, необходимой. Вот тут как-то вот тут говорят, прям борись с этим, потому что это твои иллюзии, ничем хорошим это не закончится. Даже если это тебе кажется, что вот это твое желание, вот я буду с ним, то говорят, что это иллюзии. Это не истинное. Так не получишь ты этого. Ну, так не выстраиваются отношения. Вот как-то так тут. Так, что тут еще? Подсказочки. Тут говорят, что вот сейчас у вас период какой-то, вот это окно, это карта, это как окно в какой-то иной мир, иное видение мира. Там тоже на вас эти карты падали похожи. То есть вы сейчас открываете для себя, у кого-то психология, у кого-то какие-то, может быть, увлечения, там, не знаю, эзотерика, расклады Таро, как будто бы иное видение мира, и это вас приведет, ну, тут в баланс. Состояние там, где вы сможете как-то, может быть, успокоить нервы, сейчас выговорю, гармонизировать себя. Так, провокация, ограничения. Почему-то мне говорят, что вокруг вас очень много зависти и людей, которые все равно вас хотят и будут провоцировать на какие-то проявления. Проявления не очень хорошие с вашей стороны. И зависть, вот как будто бы не просто будут завидовать, а где-то будут пытаться уколоть, спровоцировать вас на какое-то действие, на, может быть, для того, чтобы открылись, вы какую-то информацию о себе поделились, опять-таки. Но вот вас предупреждают, говорят, не ведитесь на эти провокации. Так, ограничения. О чем это? Но опять-таки какие-то провокации могут быть со стороны не обязательно мужчин, женщин, тут такое. Почему-то вам совет, говорят, внешне вы, конечно, должны быть привлекательны, вы карта букет, но при этом избегать каких-то отношений, знаете, как однодневных, там, секс на одну ночь. Ну, в общем, вы поняли, сами понимаете. Почему-то тут такой подтекст, если будет выбор у вас, лучше по карте отшельник с мудростью, в первую очередь, как с уважением к самой себе. Выбирайте себя по-любому тут. И карта змея, и сверху карта святая вода. То есть, ну, где-то вам говорят, прежде чем вступать в отношения с какими-то, может быть, с партнерами, мужчинами какими-то, вам нужно 1000 раз перепроверить информацию о них, потому что могут быть там вторая женщина, может быть, или человек, который ищет легких отношений. Почему-то вот эта змея, это искушение, и сверху ложится святая вода. 1000 раз подумайте, 1000 раз взвесьте, 1000 раз перепроверьте. Почему-то так идет. Потому что у кого-то может проиграться эти карты ограничения. Вы можете поддаться на какие-то провокации. Опять-таки, может, со стороны кого-то мужчины, какая-то связь яркая. А у мужчины, кстати, могут быть ограничения, не свободен. Вы можете себя какие-то ограничения загнать. И тем самым не дойдете до десятки воды. Как будто бы говорят, у вас сейчас такой период, где вас будут провоцировать, где вас будут даже высшие силы, может быть, даже где-то может быть искушение какое-то, дьявольское может быть искушение. Вот этим вот вы себя можете какие-то ограничения загнать. Тут красивая такая роза, да, видите, под колпаком хрустальным. Говорят, если ты избежишь этих провокаций, ты как-то обойдешь вот эти вот какие-то острые углы, где есть зависть, где есть люди, которые что-то тут явно не очень хорошего хотят для вас. Вот если вы этого избежите, вполне возможно, вы дойдете до десятки воды. А десятка воды, это же считается карта семьи, любви, гармонии. Вот как-то так, девочки. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч.